А была, знаете, какая Почему? мечта? Пойду на пенсию. Я мечтала заново пересмотреть «Игру престолов», просмотреть «Доктор Кто» и радоваться жизни. Воспитывать внуков, если мне позволят, а могут и не позволить. И получилось, что не получилось. Как-то случайно я создала эту общественную организацию. Уважаемые друзья, представляем вам состав жюри конкурса. Галина Чимбоевна Матарас, ветеран труда России, ветеран Ямала, руководитель региональной общественной организации по содействию коренным малочисленным народам Севера Минлей. Птица Минлей – это священная птица ненцев, посредник между мирами. У него 7 пар крыльев, и каждое крыло или даже каждое перо его на крыльях отвечает за душевное состояние каждого человека на земле, любого живого существа, не только даже человека. Я не тоже чай налить? Нет? Ага. Давай. Я думаю, тебе вообще ничего не надо. Это моя племянница Яна. А это моя единственная замечательная красавица-дочь. Вообще горжусь тем, что моей дочери, да, ценно то, что я делаю. Ей по духу близко то, что я делаю. И надеюсь, что она точно так же будет заниматься тем, что я делаю. То есть пропаганда национального образа жизни, национальной культуры. Потому что именно с нее начались вот эти большие стойбища по нашему округу. Она первая создала стойбище Минлей в Ярцеве, которое на сегодня в Ямальском районе находится даже на бюджетном содержании. Благодаря ей именно там возникли 5 ставок, куда могут принимать 5 человек, не имеющих квалификацию. Это актуально тогда, когда народ оседает в поселок. В тундре умеет жить, а в поселке ничего не умеют делать. Не умеют они жить в поселке. И не понимают поселковую жизнь. А в стойбище, которое моя дочь создала, они находят себя и ведут полноценный образ жизни. У тебя есть родители, которые дали тебе базу, а еще помимо этого у тебя на самом деле есть культура, которая дает тебе базу. Но ты можешь ее как бы осознавать это, а можешь не осознавать. И вот для меня был момент, когда я просто осознала это. Вот. И тогда я начала этим заниматься, потому что я поняла, что быть нянькой – это круто просто потому, что это дает тебе определенные, как это сказать, точки опоры в твоей жизни. То есть, например, как поступить в той или иной ситуации, как относиться к тем или иным событиям. Вот. И от этого, грубо говоря, проще жить. Потому что у тебя есть заранее частично протоптанная дорожка, где ты знаешь, что можно тут остановиться, тут задержаться, там задержаться. Вот. Ты завязал? Молодец. В этой красивой березовой роще здесь можно почувствовать себя тем, что ты есть на самом деле. Душа болит, знаете, за что? За то, что сейчас многие говорят, что сейчас молодежь
современная не совсем приспособлена, хотя очень умная, очень креативная. Но они трудности не смогут преодолеть, потому что созданы условия жить без проблем. А у меня цель следующая, и думаю, что проектами мы это достигаем. Создается определенный коллектив людей, которые смогут. Кто-то может руководить, кто-то может организовать, кто-то может печку натопить, допустим, кто-то мастер-класс показать. Всем мы даем свободу. Человеку надо попеть одному. Мы можем чум освободить ему. Пусть поет, пусть что хочет, хоть на голове пусть стоит. Человеку нужна разгрузка, пусть разгружается, пусть вот отдыхает, хоть спит здесь, чай кипятит, суп кушает, все что угодно, пусть делает. Поэтому вообще должно быть место, где человек сможет остаться наедине с самим собой. Сейчас это такая редкость. У кого есть желание поваляться с горки, вон пример. Давай сюда. Сейчас коллективный спуск. Бери, сестренку. Мое детство очень шикарное. Первое детские воспоминания Ента Сатарика есть. Я не знаю, как по-русски она называется. И мой папа ловил осетров. Осетров ловил и выполнял план в четырехкратном размере. Даже многие сейчас шутят, возможно, осетры поэтому закончились, что твой папа выловил всех. Моя мама была очень, по молодости, одна из самых красивых женщин. Для нас была самая красивая. У нее длинная черная коса всегда была, 2 косы вот так вот, и у нее даже походка царственная была. Сейчас она старенькая, живая до сих пор. Самое главное в детстве я помню, мы ложились, она что-то делала, шила, убирала, кормила, укладывала нас. Мы просыпались, а уже новые тубаки, там кисы висели, рукавички, которые она для нас шила, и мы уже могли одеть. Папа наш, значит, все время работал, он все время строгал что-то, делал какие-то изделия, что-то новое. У нас даже дома были деревянные вертолетики в детстве, которые летали, которые можно было кидать, мы их назвали вертолетиками. Знаете, что самое главное в детстве? Мы засыпали и просыпались под песни. То есть вечером нам пели спокойные песни, колыбельные, песни каждому ребенку. У меня почему-то песня была какая-то полувоенная, такая как будто бы как марш, что типа я хотя и девочка, хотя и красивая девочка, но я никогда не буду останавливаться перед препятствиями. Смысл был такой. То есть уже знали тогда, что у вас такая жизненная дорога. А моим братьям пели, что эти мужчины с рода Саратета будут сильными мужчинами. Вот такие песни были. Хороший парень, красивый парень, любимый парень. И счастья, здоровья тебе. Ой. Я очень хотела в школу. У меня очень косы длинные тоже, вот прямо я их сама даже заплетать не могла, не расчесываться. Меня повели в школу. И по Чекуеву я помню его такую фразу, обидную тогда для меня. Иди домой, на следующий год приедешь. Я шла домой, плакала. Плакала. И почему? Потому что меня не приняли в интернат. А в интернате мне казалось так весело. Так весело и так хорошо. Позже, когда я во 2 классе уже училась, во 2 классе мы переехали в тундру. Вот тогда я поняла всю боль того, когда прилетает вертолет и забирает. Вот когда, знаете как, за день, за 2 вертолет когда ждешь, интересно. Знаете почему? Тебе дают красивую одежду, что ты вот в этом будешь. Тебя заранее помоют, все тебя любят, никто не делает почти замечаний, никто ничего не говорит. Одни только радостные события.
Приближается день, а этот вертолет садится почему-то соседний, там чума рядышком за горкой, видно, как он даже садится. И именно когда вы его перестаете ждать, вы привыкли, что вы уже никуда не летите, что вы с папой и мамой тут на месте. Это ваш дом, и это все ваше. Вы у себя дома, и в это время вертолет садится. Вот тут самое ужасное. Все собранные вещи оказываются потерянными. Не знаешь, что одеть. Я вообще один раз сапоги даже на разную ногу одела, когда вертолет шла. В вертолете меня заставили, сапоги смеялись все, и мне пришлось прямо в вертолете сапоги переодевать. Я не знаю, как описать это чувство. Когда садишься в этот вертолет, он как монстр садится, огромный такой, с грохотом. А так как мы дети фантазеры, как чудовище, которое нас глотает и везет куда-то. Вам 11-10 видели? Все понятно. 608, здравствуйте. Каждый год с большой земли прилетает вертолет, чтобы забрать наших детей, чтобы дать им образование. Мы ждем этого и радуемся за них. Перед ними откроется столько возможностей в этой жизни. Но каждый год наши сердца обливаются кровью, потому что мы знаем, домой захотят вернуться не все. Я была там консультантом именно по соблюдению вот того мира, который они хотят снять. Я очень боялась, что «Белый ягель» получится очередным дежурным, полудокументальным, полувыдуманным фильмом. И поэтому многие сцены, которые были там доработаны, мы на ходу дорабатывали, на ходу меняли фразы, быт обустраивали, показывали современного молодого человека, который хочет жить. Но он сам себя не нашел, потому что он же в школе учился, был неплохим учеником. У него была, как у всех, любовь, интересы. И вдруг он оказывается в тундре по стечению обстоятельств. У него отец ушел в мир иной, потом мать второй раз выходила замуж, снова овдовела. Маленькие дети где-то в интернате учатся, мальчишки. И вот он один-единственный остается наследником огромного оленевого стада. Я тоже снималась. У меня случайно получилось. Мы планировали другую женщину. Мы с ней кастинг даже прошли. Но так как форс-мажорные обстоятельства у семьи случилось, пришлось вот эту роль-то не уберешь. Мать парня, главного героя, которые малоленные люди, живут на берегу огромной реки Юрюбей и живут тем, что ловят рыбу и продают рыбу. И я мать вот этих, вдова, 2 сынка, которых надо каким-то образом женить, потому что мне нужна помощница, ему нужна жена, иначе уйдет парень куда-нибудь. Вот такую роль я сыграла. Мы хотели, у моих была цель рассеять миф, какие мы нечистоплотные северяне. До этого было принято показывать немцев как пуритане. То есть дети как бы с воздуха появляются, никто не любит. На самом деле девочки в тундре точно так же любят, точно так же изменяют, точно так же любовников и любовниц заводят. Все так же, как и везде. От жен от мужей уходят. Жены от мужей уходят, с детьми Мужья уходят. от жен. Ой, чего только не бывает. Вообще по жизни я собиралась, тогда уже настроилась, что буду жить в тундре.
Начала готовить себе там приданое, как мама. Вот это твое. Я как приданое не считала, но она говорит, это будет твоя вещь, это будет твоя вещь, что есть. Там разные вещички для женщин, которые выдают. Потом, значит, подъезжаем к Ярсали, все хорошо. Уже собрались от Ярсали, я в Ямальском районе, от Кослати, и у меня опять началось. Головные боли, вообще зрение вообще упало. Отец меня привез в апреле где-то, в середине апреля в Ярсале, и дал 500 рублей. Я в кисах, в ягушке, в платке. Говорит, вот тебе деньги, живи как-нибудь. А так как никуда было идти, я вообще на улице недалеко от совхозной конторы осталась. Вот так стою, 500 рублей у меня. Отец на нарту сел и уехал. Мама потом его все время спрашивала, пока молодая была, почему ты быстро, хотя бы дождался, как она устроится. Так, говорит, я бы ее обратно привез бы и все, если бы не уехал. Как ее оставить на улице? А так, говорит, люди. И меня спасла моя учительница Нина Александровна Ерохина. Иду по улице, у меня в апреле почему-то тогда таял снег. Не знаю почему, было очень тепло. А я в кисах, в ягушке и в платке. И она говорит, пошли, она повела меня к себе домой, помыла меня, я одела. У меня было красное пальто в черную клетку, которую она мне подарила, и черный платок в красную клетку. И сапоги-чулки по тем временам она на меня одела, это было вообще... Я была очень модной девочкой, получилась. И тут в больнице сказали, что меня надо срочно в Тюмень отправить, чтобы окулисты посмотрели глаза. Потому что человек может остаться слепым навсегда. Сказали так. В Тюмень прилетаю, а оказывается, врач-то в отпуске. Никто не согласовал это, который будет именно вот такие глаза лечить. Ну и что вы думаете? Я лечу обратно, билет покупаю, так повезло, сразу билет купила на Салихард, и в это время началась пурга. Не летная погода, даже в Тюмени пурга была. И я познакомилась в аэропорту Рощино со своим будущим мужем, с отцом своих детей. Мы просидели с ним в аэропорту 2 с лишним дня. Через 1,5 недели мы поженились. У нас ни свидания, ни записок, ничего не было. Когда я еще была студенткой, я училась в Полярной академии, которая ныне не существует в Санкт-Петербурге. Вот. Ощущение привилегированности, что просто от того, что я ненка и учусь конкретно в этом вузе, я получаю стипендию, которую другие не получают. И это просто по факту того, что я родилась ненкой. Я такая, кажется, ненкой быть классно. Потому что до этого я себя вообще никак по национальности не идентифицировала. Я просто не обращала на это внимания. Потом тогда я первый раз заметила, что быть коренной классно. Потом у нас был конкурс красоты, в котором я участвовала, я была в национальной одежде, одна единственная из всех, потому что я постоянно с собой ягушку возила. Вот, я ее как халат использовала, когда в общежитии холодно было. И тоже это всех так поразило, хотя для меня это была абсолютно нормальная вещь. И у меня второй чек. Ненка еще круче быть, потому что у тебя классная национальная одежда. Нельзя трогать шесты. Говорят, что только усталые могут трогать шесты. И женщинам нельзя переходить через вот это место. А мальчикам можно. А здесь вот у бабушки есть у вас дело, которое не любите делать? Вытряхивать снег. Почему? Потому что это очень-очень-очень-очень-очень-очень тяжело. А что любите? Самое тяжелое, трудно, когда бабушка говорит, что надо в тундру за дровами зимой идти. Греться и кушать, вот что люблю. Безусловно, я предлагаю детям, так сказать, все достояния нашего народа, но что они от этого возьмут, это уже будет их решение. То есть я не могу им тут навязывать. Вот, поэтому всегда, когда, например, нас там бабушка зовет в Чума, я у них спрашиваю, вы поедете или нет, вы хотите или нет? Или когда какие-то мероприятия, я спрашиваю, вы хотите участвовать или нет? Если они говорят нет, то хорошо, их решение. То есть я им стараюсь не навязывать этого, чтобы они, пусть и в 8, и в 9 лет, чтобы они принимали осознанные решения по этому поводу. Солнышко, солнышко, будь теплым. Солнышко, солнышко, будь ярким. Увидев тебя, мы радуемся твоему свету.
Солнышко, если тебя не будет, мы как слепые будем блуждать во тьме. Женщина в чуме – это особая традиция, особая ценность, потому что не всякая женщина это осилит. Многие идут в тундру жить, но не все осиливают и не все становятся хорошими чумработницами. Не каждая может жить в чуме, при этом одевать семью, воспитывать достойных детей, достойных граждан России. Не каждый, не всем дано. Не каждый может стать певцом, актером. Точно так же не каждая может стать чумработницей. Не каждая ненка, не каждая женщина народа ханты, не каждая женщина народа коми или селькупов или других северных народов может стать чумработницей. Это особый талант совмещать все, что касается жизни семьи, всех направлений. Начиная от мастера ДПИ, декоративно-прикладного искусства, заканчивая администрированием, бухгалтерским учетом и планированием. Все это на женщине. Вот так. На охотничьих лыжах давно не ходил. У меня мама всю жизнь чумработница. Почему моя мама хуже младшего даже оленевода? Младший оленевод – это маленького паренька ставят в бригаду младшим оленеводом, чтобы он потом стал оленеводом. И он получает как младший оленевод какую-то часть зарплаты оленевода. А моя мама, которая одевает этого оленевода, все это содержит, благодаря ей все это держится. Все в стойбище только благодаря женщине благополучия. А она, получается, никто. Она хуже младшего оленевода. И это очень долго созревало. Это не 1 год мы шли к этому. Это очень долгие наблюдения. И вот чумработница, ну что плохо-то в этом? Чумработница. Сейчас ее хотят переименовать администратор по хозяйственной части. Вот конкурс был как-то. Чумработница, красивое слово. Ну, это как служанка мне на днях сказали. Не будем говорить, мол, чумработница. Мы, вот, Ямал-скиллс сказали, они их назвали по-другому, Ямал-скиллс. Возможно, когда-то мы придем к тому времени, что чумработниц будут специально учить. Когда будет мало традиционного, ведь везде так. Современность все равно наступает. Это официальная специальность. Официально будет, я думаю, факультеты, специалисты, которые учат именно быть чумработницей. Так, зачем это нам? Это мы воду будем делать, снег таять, потому что здесь нет колонки, это капюшонные пеньки. Чтобы вода чистая, снег чистый, это не в городе, поэтому мы просто набираем снег. Снег здесь чистый, не такой, как в городе. Поэтому вода у нас будет дистиллированная, чистая. Верхний слой на всякий случай все равно убираем. Мало ли что. И набираем. И сколько хозяйки в день таких кастрюль надо таскать? Мешками. Вообще у меня мама таскает в мешке снег. И обычно девушки очень долго это делают, общаются между собой, секретничают. Ну да, за снегом, наверное, подальше уходят. Конечно, чем дальше, тем интереснее. Все. Вот и все. Давайте. Хорошо, когда есть помощники и друзья. Пойдем пить чай. Пойдем пить чай. Набрала? Молодец. Вообще, молодец, у меня хорошая помощница. Работящая попалась. Повезло. Ой.
А ты что, не умеешь? Сейчас это умеет топить. Вот молодец, Вероника у меня. Вероника дрова топит. Тоже будешь? Ага. Рука замерзла? Да. Ну, давай. Мы будем заниматься пропагандой и сохранением фольклора, пропагандой и сохранением нашего любимого родного ненецкого языка. Мы будем дальше продолжать реализовывать мастер-классы по разговорному ненецкому языку с помощью песен ненецких, с помощью традиций, с помощью показа наших обрядов. Вот. И даже просто мастер-класс собрать и разобрать чум, собрать и разобрать нарту. Вот. Это стремление к тому, что каждый человек может стать по-своему Менлеем, тем, чтобы нести добро, удачу людям. Ну что с них вот возьмешь? Вот. Говоруни. А? Говоруни, говорю. Ага. Ну мы работаем, мы совмещаем. Молодцы какие!